Исполни свое желание за 7 дней. Добро пожаловать в 7-дневный марафон желаний. Здесь ты найдешь ежедневные практики, медитации, аффирмации и мягкую работу с подсознанием, чтобы приблизиться к своему желанию. Начнем. Первый день. Пробуждение желания. Сегодня начинается ваш путь к исполнению желания. Это волшебный момент, когда вы выбираете не просто мечтать, а творить свою реальность. Вы уже сделали первый шаг. Начнем с выбора желания. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. С каждым вдохом вы все глубже погружаетесь в состояние тишины, покоя и внутренней силы. Почувствуйте, как весь внешний шум уходит, а внутри становится тихо и ясно. Теперь выберите свое желание. Только одно. Искреннее. Настоящее. То, что действительно важно именно для вас, то, что отзывается в сердце. Представьте, как оно появляется внутри вас, яркое, живое, наполненное энергией. Теперь, когда вы знаете свое заветное желание, откройте глаза. Возьмите лист бумаги и ручку. Запишите его так, как будто оно уже сбылось в настоящем времени. Пример. Моя работа приносит мне радость, вдохновение и стабильный доход. Теперь прочитайте свою запись вслух. Пусть каждое слово несет силу, уверенность и веру. После этого произнесите: «Я выбираю это желание. Я разрешаю ему прийти в мою жизнь. Я запускаю его во Вселенную». Скажите это уверенно. Почувствуйте, как вы включаете мощный энергетический поток. Далее ритуал активации. Положите свою записку с желанием под свечу или под подушку перед сном. Затем закройте глаза. Представьте, как ваше желание уже сбылось. Где вы? Что вы чувствуете? Пусть эта картина станет яркой и живой. Почувствуйте радость. Вы уже находитесь в моменте исполнения. Осталось только позволить этому прийти. На этом первый день завершен. Вы сделали важный шаг. Вы сказали Вселенной, что вы готовы. Теперь просто наблюдайте, доверяйте и следуйте дальше. Завтра следующий шаг. А сегодня оставайтесь в этом ощущении силы. Второй день. Поддержка изнутри. Вы источник своей силы. Добро пожаловать на второй день марафона исполнения желаний. Сегодня мы углубим связь с вашим истинным намерением и вашей внутренней силой. Вы уже сделали первый шаг. Ваша энергия — начало движений, и теперь она продолжает раскрываться, наполняя вас все большей уверенностью и ясностью. Второй день — это момент, когда вы начинаете чувствовать, ваше желание не просто реально. Оно достижимо. С каждым осознанным шагом вы приближаетесь к нему. Вы источник своей силы. Именно ваше внутреннее состояние, ваш настрой и энергия определяют, с какой легкостью и скоростью желание входит в жизнь. Позвольте себе почувствовать, с каждым днем вы становитесь все ближе к тому, что хотите. Начнем с медитации, погружения в себя. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. И еще один. С каждым вдохом тишина. С каждым выдохом спокойствие. Вы источник своей силы. Почувствуйте, как это знание раскрывается внутри. Как будто внутри вас просыпается энергия, которая с каждым мгновением все сильнее притягивает желаемое. Мир уже откликается на ваше состояние. С каждым вдохом желание приближается. С каждым выдохом вы отпускаете сомнения и напряжение. Теперь откройте глаза. Возьмите свою записку с желанием, которую вы написали вчера. Прочтите ее вслух. С верой. С чувствами. Как будто это уже происходит. Вы знаете, ваша сила — это не просто слово. Это поток энергии, который движет вами вперед. Это внутреннее согласие принять желаемое. Повторите про себя или вслух. Я — источник своей силы. Я позволяю своему желанию проявиться в моей жизни. С каждым днем я становлюсь ближе к его исполнению. Позвольте этим словам глубоко укорениться в вас. Пусть они станут вашими внутренними опорами. Источником уверенности и устойчивости. Далее следует ритуал активации. Положите вашу записку с желанием на видное место, где вы ее можете видеть весь день, как напоминание о вашей силе и намерении. Каждый раз, когда ваш взгляд упадет на нее, произносите: «Я на своем пути. Все уже происходит». И последняя медитация на второй день — поддержка желания. Снова закройте глаза.
Сделайте вдох. Представьте, что вы вдыхаете чистый свет. Он наполняет вас изнутри. Тело, сердце, каждую клеточку. Этот свет — ваша внутренняя сила. Он согревает, направляет, поддерживает. Вы ощущаете, что не одни. Вы в потоке. Ваше желание движется к вам, а вы к нему. Пространство вокруг наполняется мягким сиянием. А вы становитесь ярче. Сильнее. Спокойнее. Заключение второго дня. Вы сделали второй шаг. Сегодня вы укрепили веру и усилили намерение. Вы тот, кто несет свет своего желания в этот мир. Запомните, сила уже внутри вас. С каждым днем, с каждым шагом вы ближе к своей мечте. Позвольте себе ощущать это движение. Доверяйте. Завтра мы пойдем еще глубже. А сегодня будьте в состоянии спокойной уверенности. Мир уже слышит вас. Третий день. Убираем внутренние блоки. Почему не сбывается? Добро пожаловать на третий день нашего марафона исполнения желаний. Сегодня мы мягко прикоснемся к внутренним барьерам, которые могут мешать воплощению вашей мечты. Пришло время взглянуть внутрь с заботой и честностью и услышать то, что давно просится быть замеченным. Очень часто желания не сбываются вовсе не потому, что мы недостойны или не заслужили их, а потому что внутри, в нашем подсознании, живут энергетические блоки. Страхи, сомнения, внутренние запреты, которые незаметно притормаживают движение к цели. Страхи, а вдруг я не справлюсь? Сомнения, а вдруг не получится? Ограничивающие установки «мне нельзя», «я недостоин», «это не для меня». Чтобы найти ваш блок, погрузитесь в медитацию. Сделайте глубокий вдох. И позвольте себе почувствовать. Какие мысли всплывают, когда вы представляете, что ваше желание уже исполнилось? Может быть, вы боитесь, что успех принесет с собой одиночество или критику. А может, вы боитесь изменений или ответственности. Наблюдайте за собой бережно, без осуждения. Следующий шаг — это признание блоков. Закройте глаза и задайте себе несколько простых, но важных вопросов. Что меня пугает в исполнении моего желания? Готов ли я принять это в свою жизнь? Что я, возможно, потеряю, если мое желание сбудется? Позвольте любым ответам прийти. Первое, что придет вам, и будет правильным ответом. Возможен любой ответ, не удивляйтесь. Далее возьмите лист бумаги и ручку. Напишите все, что пришло первым: страхи, сомнения, убеждения, которые вас сдерживают. Будьте искренними с собой. После того, как вы записали свои блоки, выберите способ освобождения от блоков. Вы можете, например, разорвать этот лист с силой и намерением. Или сжечь лист, пусть уйдет с огнем. Или опустить в воду и наблюдать, как исчезает. Сделав одно из освобождений, произнесите следующие слова. Я отпускаю все, что мешает моей мечте прийти ко мне легко и с любовью. Символика этого ритуала имеет огромную силу, ведь ваше подсознание воспринимает образы. С каждым действием вы освобождаетесь от того, что держит вас на месте. И, наконец, вы готовы к последней медитации третьего дня. Произнесите вслух. Я достоин своего желания. Мое сердце открыто. Все, что мешало, уходит. Произносите эти слова в течение дня, особенно перед сном, и почувствуйте, как они влияют на ваше состояние. Ваша внутренняя сила начинает усиливаться, а блоки исчезают. И, наконец, заключение третьего дня. Вы сделали мощный шаг на пути к своему желанию. Помните, что желания исполняются не в награду, а когда вы готовы их принять. Вы уже на пути, и с каждым днем ваша внутренняя сила становится все сильнее. Вы источник своей силы, и все, что вам нужно, уже есть внутри вас. Четвертый день. Я живу так, будто уже все получилось. Добро пожаловать на четвертый день нашего марафона исполнения желаний. Сегодня мы продолжим работу, но теперь будем двигаться из нового состояния. Вчера вы отпустили все, что мешало вам идти вперед, а сегодня пришло время жить как человек, у которого уже исполнилось желаемое. Сейчас важно жить, как будто желание уже сбылось. Вы привлекаете не то, чего хотите, а то, что излучаете. Если вы хотите любовь, начните излучать ее. Если вы хотите деньги, уважайте уже то, что есть.
Если вы хотите свободы, почувствуйте ее в мелочах. Мир будет откликаться на вашу волну, и вы начнете видеть изменения в своей жизни. Задание этого дня. Представьте, что вы человек, у которого это желание уже исполнилось. Как вы выглядите? Что вы делаете утром? Как вы разговариваете, какие мысли приходят вам в голову? Во что вы одеты? Какие продукты вы выбираете? Как вы ведете себя на улице? Также сегодня сделайте следующее. Один поступок, который бы сделал ваш будущий я. Одно решение с позиции уже реализованного желания. Один маленький подарок себе, что-то, что символизирует то, что вы уже достигли. Например, если вы хотите работу мечты, ведите себя так, как человек, у которого уже есть достойная работа. Действуйте так, как будто вы уже на своем месте и готовы принимать новые возможности. Если вы мечтаете о переезде, начните разбирать вещи, которые не поедут с вами. Подготовьте пространство для нового. Если вы хотите любви, ухаживайте за собой так, как будто вас уже любят и ждут. Наполните свой день заботой о себе. Далее произнесите слова. Я живу, как будто мое желание уже со мной. Я в потоке. Мои действия создают мою реальность. Произнесите эти слова утром и перед сном. Напишите их на зеркале. Почувствуйте их в своей жизни. Позвольте себе быть в этом состоянии. Заключение 4-го дня. Когда вы начнете жить, как будто ваше желание уже сбылось, Вселенная начинает подстраиваться под вашу волну. Она не различает еще нет и уже есть. Она откликается на вашу уверенность. И ваши действия начинают создавать реальность, которую хотите вы. На сегодня все. Завтра мы продолжим этот путь, и вы станете еще ближе к своему желанию. Пятый день. Отпускаем контроль. Доверяем Вселенной. Сегодня мы поговорим о доверии. Когда мы сильно чего-то хотим, иногда мы начинаем переживать, что этого может не быть. Мы начинаем цепляться за свои желания, пытаться контролировать каждую деталь. Это вызывает напряжение и страх, что все пойдет не так. Но именно здесь начинается контроль. Когда мы пытаемся все контролировать, мы не даем Вселенной работать для нас. Когда мы отпускаем, мы открываем пространство для чудес. Доверие — это состояние, в котором вы понимаете, что не всегда нужно знать, как именно ваше желание сбудется. Вы готовы принять его в любой форме, которая будет для вас наилучшей. Вы можете быть уверенными, что Вселенная направляет вас именно туда, куда нужно. Но для этого важно отпустить контроль, довериться Вселенной. Задание 5-го дня. Напишите на бумаге все, что вы переживаете по поводу своего желания. Что вызывает у вас беспокойство? Что вы пытаетесь контролировать? Например, мне тревожно, что не знаю, как именно это произойдет. Я хочу все спланировать, иначе чувствую, что ничего не получится. Я переживаю, что опоздаю или упущу шанс. Я не могу расслабиться, потому что все время думаю о результате. Прочитайте вслух все ваши переживания и скажите: я доверяю Вселенной. Я отпускаю контроль и позволяю своей мечте прийти ко мне в наилучшем для меня порядке и в нужное время. Или я доверяю Вселенной. Я отпускаю контроль и позволяю своему желанию исполниться наилучшим для меня образом и в нужное время. После этого выполните действие, которое будет символизировать освобождение. Это может быть небольшой ритуал. Отпустите воздушный шар, отправьте бумажный кораблик по реке или просто сделайте глубокий выдох, ощущая, как напряжение уходит. Вложите все свои переживания, контроль в этот предмет и отпустите его. Заключение 5-го дня. Вы не одни, Вселенная поддерживает вас. Ваша задача — создать пространство для ее действия и позволить себе расслабиться в этом процессе. Когда вы отпускаете контроль, вы открываете путь чудесам. Запомните, ваша мечта уже на пути к вам. Просто доверьтесь процессу. Шестой день. Сила веры в себя. Уверенность в своем пути. Остановитесь на секунду. Сделайте глубокий вдох. И осознайте, вы уже идете по пути к своей мечте. Вы не просто хотите, вы действуете. Вы не просто верите, вы выбираете этот путь каждый день. Вы уже сделали многое. Возможно, вы этого не замечаете. Но вы читаете этот текст. Вы слышите себя.
Вы выбираете не сдаваться. Каждое ваше усилие – это шаг. Каждое проявление честности с собой – это шаг. Каждое утро, когда вы решаете продолжать, это шаг. Задание 6-го дня. Скажите себе: я уже начал движение к своей мечте. Вспомните 3 действия, которые вы уже совершили, чтобы приблизиться к желаемому. Это может быть, например, вы начали больше заботиться и ухаживать за собой. Вы записались на новый курс. Начали избавляться от ненужных вещей. Даже прохождение этого марафона – шаг. Пусть даже эти действия были маленькими, они важны. Запишите и признайте их. Они – доказательство вашей силы. Затем произнесите вслух: я верю в свой путь. Мои шаги – это путь к успеху. Я заслуживаю того, что желаю. Что делать дальше с этим листом? Прочитайте вслух каждый из 3 пунктов. Почувствуйте уважение и признание к себе за каждое действие. Скажите себе: я горжусь собой. Эти шаги – часть моего пути. Я действительно иду вперед. Сохраните этот лист. Положите его туда, где сможете вернуться к нему, в блокнот, дневник, ящик стола. Это будет ваше напоминание в моменты, когда захочется сдаться. А если хотите усилить эффект, украсьте лист, обведите слова, добавьте цвета или стикеры. Сделайте его символом своих достижений. Если вам ближе ритуальный подход, можно положить этот лист на алтарь, место силы, если используете такое пространство. Повторно читать его в течение недели перед сном. Или спустя 7 дней торжественно сжечь или отпустить в воду со словами: я благодарю себя за силу и движение. Я готов к новым шагам. А теперь действие. Сегодня сделайте что-то с уверенностью. Не из страха, не из сомнений, а из веры в себя. Это может быть разговор, который вы долго откладывали. Решение, принять которое раньше было страшно. Или просто поступок, в котором вы почувствуете свою внутреннюю силу. Аффирмация 6-го дня. Я уверен в своем пути. Я двигаюсь к своему желанию с уверенностью и силой. Повторяйте ее утром и перед сном. Позвольте ей стать вашим внутренним голосом. Заключение 6-го дня. Мир не просто откликается на желание. Он откликается на вашу уверенность. Когда вы верите в себя, вы становитесь магнитом. Когда вы идете вперед, дорога появляется под вашими ногами. 7-й день. Желание уже рядом. Празднование и благодарность. Поздравляем вас! Вы прошли этот путь целых 7 дней осознанности, энергии и настоящего внутреннего роста. И сегодня момент истины, ваше желание уже рядом. Оно движется к вам, а вы к нему. Вы стали более открытыми, чувствующими, уверенными, излучающими. Вы создали пространство, в котором ваша мечта может проявиться. Как почувствовать, что оно уже здесь? Оглянитесь на путь, который вы прошли за эти дни. Вспомните, с чего вы начали и где находитесь сейчас. Вы уже не те, кем были раньше. А значит, внутри вас уже живет та реальность, которую вы призывали. Задание дня, празднование и благодарность. Напишите 5 вещей, за которые вы благодарны. За изменения, которые произошли. За свои ощущения. За моменты осознания, вдохновения, силы. Благодарность – это магнит для чуда. Теперь представьте, что ваше желание уже исполнилось. Сядьте в тишине, закройте глаза и прочувствуйте. Где вы находитесь? С кем вы рядом? Что ощущает ваше тело, сердце, душа? Окунитесь в это состояние. Оно уже живет в вас. Выберите символ праздника, который будет радовать именно вас. Любимый напиток. Зажженная свеча. Танец. Прогулка. Фото с благодарностью. Письмо себе из будущего. Празднуйте свое движение, вы этого заслуживаете. Аффирмация дня. Я благодарен за все, что есть. Я открыт к своему желанию. Оно уже приходит ко мне. Я с радостью встречаю свою мечту. Произнесите ее утром, днем и перед сном. Запишите, прочувствуйте и повторите, пусть она станет вашим внутренним фоном. Помните, вы уже создали эту реальность внутри. Теперь она отразится снаружи. Продолжайте жить в состоянии доверия, уверенности и благодарности. И знайте, вы достойны всего самого прекрасного. Вы магнит.
Вы поток. Вы творец своей жизни. Пусть ваши желания будут легкими и прекрасными, как дыхание любви. Марафон завершился, но ваш путь только начинается. Теперь живите из нового состояния, которое вы открыли в себе за эти 7 дней. Доверяйте Вселенной. Отпустите контроль над желанием и тем, как именно оно должно исполниться. Позвольте процессу течь свободно, с легкостью. Поддерживайте то новое ощущение, то новое «я», которое освободилось от сомнений, блоков и старых переживаний. Вы уже начали сиять по-новому. Пусть это внутреннее сияние ведет вас дальше. Вот и завершился наш 7-дневный марафон. Вы прошли его не случайно. Отправляйтесь в свой новый путь уверенно и спокойно. Совет напоследок. Пока вы проживаете эти 7 дней трансформации, не спешите делиться этим с окружающими. Некоторым процессам нужно пространство тишины, чтобы укорениться глубже. Пусть ваше внутреннее обновление сначала станет прочным, тихим светом внутри, и только потом, если почувствуете, расскажете тем, с кем действительно захочется поделиться. В ближайшее время все тексты дней и аффирмации будут опубликованы в моем телеграм-канале. Там вы найдете поддержку, вдохновение и мягкое напоминание о том, что вы не одни на этом пути. Пишите, делитесь своими ощущениями и открытиями. Я рядом. С любовью.